Война. Все мое детство, всю мою юность, молодость меня окружали люди, которые пережили эту войну. О войне я знаю не по книгам, не по фильмам. Я знаю о войне по их рассказам. И сегодня я хочу рассказать вам о моей бабушке. Моя бабушка, как и миллионы других советских женщин, прошла войну. Да, она была в тылу. Но война выдалась для нее особо тяжелой, потому что моя бабушка была немкой. Родилась бабушка на Волге, в большой семье. Вот ее старшая сестра Эмма, вот мой прадед, вот прабабушка, которую я тоже застал живую. В 20-х годах, когда на Волге случился голод, огромный, страшный, ужасный голод, они переехали на Кубань. Именно там, на Кубани, бабушка встретила своего мужа, отца моей матери, Жихарева Михаила Дмитриевича. В 1938 году, когда в апреле месяце родилась моя мать, была посевная. И дед вместе с другими ребятами-трактористами был в степи, далеко от места, где они жили. Когда он вернулся с посевной, моей матери был уже месяц. Тогда же его и призвали в армию. Служили в то время 3 года, и когда настало время возвращаться домой, началась Великая Отечественная война. Он погиб в первые дни войны, примерно 26 или 27 июня. Мы не знаем точно, потому что похоронка не пришла. Пришло извещение, которое читалось очень так двояко. Пропал без вести. Без вести пропала едва ли не вся 12-я танковая армия в сражении под Бродами в Львовской области, на Украине. Один однополчанин написал потом бабушке, что мы и в бой вступить не успели. Налетела авиация, все танки сгорели.
А тем временем на Волге и на Кубани, где жили немцы, тоже происходили страшные события. Всех тех российских немцев, которые переселились в Россию 200 лет назад, 250 лет назад, сажали в товарные вагоны и увозили в Казахстан, в Сибирь. Это моя прабабушка. На тот момент глава семейства, которое оказалось в Казахстане, в Северном Казахстане. Пока их везли в товарных вагонах, умерло 4 двоюродных братишек моей матери. Моя мать хорошо запомнила, как они умирали. У них поднималась очень высокая температура, и глаза вылазили из орбит. И после этого ребенок умирал. И где-то вот там, вдоль железнодорожных путей, ведущих с Кубани в Северный Казахстан, расположены их могилки, безымянные могилки детей, которые погибли, будучи ни в чем не виноватыми. Второе воспоминание моей матери о войне – это чувство голода. Чувство страшного, ужасного голода. Всех сестер моей бабушки забрали в трудовую армию. А моя бабушка была трактористкой. Она еще на Кубани была трактористкой. Она в тракторной бригаде и познакомилась с дедом. Ведь дед тоже был трактористом. Он потому и попал в танкисты, что умел хорошо управлять трактором. А с детьми, 2 самыми младшими братьями моей бабушки, Василием и Карлом, а также сыном тети Эммы, Александром, и с моей матерью, оставалась старенькая бабушка, то есть моя прабабка. Мать вспоминала, как они просыпались с двоюродным братом Александром. Просыпались и начинали просить бабушку: «Бабушка, затопи печку! Бабушка, затопи печку!» Они просили затопить печку потому, что знали, бабушка не будет жечь дрова просто так. Если она разожжет печку, то она непременно начнет что-то стряпать. И что-то можно будет поесть. Сегодня я хочу показать вам блюдо, которое мне досталось по наследству от моей прабабушки, от бабушки и от мамы. Называется оно кребли. Это, пожалуй, что одно из самых любимых блюд моего детства. Я взял примерно 350 грамм кефира, йогурта, просто прокисшего молока. Что есть, то и брали. Я добавил 400 грамм сметаны. Конечно, неслыханная роскошь по тем временам. Я добавил 2 чайные ложки соли, 2 чайные ложки дрожжей, столовую ложку сахара и чайную ложку соды. Пару яиц. Если есть, хорошо, а нет, можно обойтись и без них. Если не было сметаны, в эту смесь наливали немного растительного масла, для того, чтобы тесто получилось несколько пожирнее, попитательнее. А мне сейчас необходимо перемешать жидкие ингредиенты теста для однородности. В те голодные годы, которые были во время войны, да и еще и после войны продолжались, в тесто вряд ли могли положить сметану. Клали кислое молоко, клали, если было яйцо, могли взять просто молоко. Если находилась ложка другая сахара, если находилось 2-3 ложечки растительного масла, добавляли для жирности, для сытности. В те времена люди не думали о фигуре, о том, как похудеть. В те времена люди думали о том, как прокормить детей, как сделать, чтобы дети не просили есть. И бабушка, и мама часто рассказывали одну историю, как то ли поздней осенью, то ли в начале зимы в колхозе, в клубе проходило собрание. И во время собрания награждали хороших работников. Наградили и мою бабушку. Знаете чем? Ей выдали такой талончик, бумажку, на получение 6 килограммов мышейки. А вы знаете, что такое мышейка? Раньше вот рис перебирали, и очень часто попадались такие серенькие, круглые, блестящие зернышки с хвостиком, мышиного цвета. Это называлось мышейка. 6 килограмм. Одной женщине выписали 4 килограмма. Она получила эту мышейку, зашла за клуб,
села на землю, начала есть эту мышейку горстями. У нее дома дети голодные сидели. Но эта женщина не совладала с собой. Ела горстями, там и умерла. Вот где ее настигла война. И вот эта мышейка позволила выжить моей матери, дяде Александру, дяде Карлу, дяде Васе. Прабабка, когда их сажали в вагоны, взяла с собой маленькую ручную мельницу. Ее все ругали, говорили, не тащи с собой такую тяжесть. Но именно на этой мельнице она молола мышейку каждый день понемножку и что-то пекла. Блинчики, либо вот то, что мы сегодня собираемся с вами приготовить. Только сегодня мы с вами готовим из белой муки высшего сорта. У нас есть сметана, у нас есть отличное растительное масло, вон даже творог есть, что угодно. А тогда не было практически ничего. До самой весны. Пришла весна, и дядя Вася, дядя Карлуша, тогда мальчики-подростки лет 12-15, научились в степи ловить сусликов. И они приносили этих сусликов, бабушка их готовила, и вот на сусликах-то отъелись. Суслики имели очень жирное, сытное мясо, ну а весной какие-то растения пошли дикорастущие. В общем, полегче стало. Но и прабабушке, и бабушке, конечно, приходилось экономить и готовить только очень сытные, только очень надежные блюда. Моя бабушка любила их до конца своих дней. Немецкие штрудели, галушки, борщ кубанский, кребли, которые мы сегодня готовим, и самые разные пирожки. Мясо в эти блюда почти что не шло, обходились они дешево, были достаточно сытными. Да и я вырос еще на этих блюдах. Я в детстве думал, что кребель – это самое вкусное, что может быть на свете. Историю моей семьи и рецепты всех этих блюд я написал вот в этой книге. Книге, которая называется «Счастье кулинара». Да, ведь именно бабушка, прабабушка, мама, именно эти женщины заложили в мою душу любовь к кулинарии. Муку в тесто я добавляю постепенно. А вам для ориентира могу сказать, что здесь в этой миске было 1 килограмм 300 грамм муки. Сколько израсходуется, я пока не знаю. Это очень зависит от свойств муки. А сейчас руки тоже нужно искупать в муке и месить тесто руками. Лопаткой дальше уже неудобно. Одной из важных кулинарных традиций нашей семьи были заготовки. Консервировали помидоры, огурцы, готовили варенье. Но каждый год, поздней осенью, обязательно квасили капусту. В назначенный день к нам приходили все женщины, родственницы. И начинали кто резать морковку, кто резать капусту. Шинковали, делали огромными кастрюлями, бочками. В другой день шли к кому-то к другому. То есть этакий субботник, чтобы быстрее было. А капусты квасили очень помногу. Бабушка любила готовить пирожки с тушеной капустой. Я потушил капусту заранее. Кратко расскажу. 3 головки лука, грамм 40-50 растительного масла. Обжарили лук. Обжарили на отдельной сковородке, тоже с маслом и непременно с сахаром, ложку-другую томатной пасты. А потом соединяем все вместе. Квашеную капусту, томатную пасту и тот обжаренный лук. И продолжаем тушить, часто помешивая, примерно час или полтора, пока капуста не примет вот такой цвет и ее объем не уменьшится примерно в 2 раза. Только после этого капуста приобретает ту особую сладость. О том, как тушить капусту, вы можете посмотреть ролик вот здесь. Я уже снимал, показывал когда-то. Я хорошо запомнил бабушкины руки. Руки очень сильные, с мощными пальцами. И эти пальцы вот здесь, в этих местах у нее до самой смерти оставались черными. Ведь в молодости она работала трактористкой, а когда их переселили жить в Фергану,
Она работала на заводе железобетонных изделий, арматурщицей. Моя бабушка до самой пенсии гнула железную арматуру руками. Моя бабушка была очень здоровая, очень крепкая женщина, могла побить любого мужчину. И однажды побила нашего родственника, который собрался переезжать в Германию. Она пошла и била его со словами: «Ах ты сволочь, ах ты предатель, жрал русский хлеб, а теперь тебе Германия нужна, вот тебе Германия, вот тебе Германия». Понимаете, несмотря на то, что она пережила, несмотря на все лишения, на все несправедливости, она оставалась патриотом и считала, что ее долг хорошо и честно работать. Вы не представляете себе, как она радовалась таким почетным грамотам. На каждом собрании ее награждали, она приходила и говорила: «Ах, директор сказал сегодня, Эмилия Альберт хорошо работает, вот мне дали почетную грамоту». Ей дали много почетных грамот, а когда она уже вышла на пенсию, ей дали двухкомнатную квартиру в панельном доме, на которую она не нарадовалась. Говорила: «Вот советская власть, смотрите, какую хорошую квартиру мне дала». Бабушка была благодарна советской власти, любила советскую власть, но надеялась всегда только на себя. Поэтому она всегда создавала съестные припасы. Видимо, после того голода, который они перенесли на Волге в 20-х годах, видимо, после 40-х годов, когда ее ребенок, моя мама, когда ее братишки, племянник, тоже едва не умерли от голода. Она понимала, что продукты всегда должны быть дома с запасом. У нее все время дома стояло бутылок 30 растительного масла. У нее все время были дома запасы сахара, муки, картошки, каких-то простых продуктов, которые портятся не так скоро и за которыми ходить в магазин каждый раз не надо. Ей говорили: «Бабушка, ну вот есть же в магазине все, ну зачем ты?» А когда настали 90-е годы, вот тогда бабушкину запасливость, бабушкины припасы оценили. Я смазываю руки маслом для того, чтобы сформировать сочнее, для того, чтобы не подсыпать лишнюю муку и для того, чтобы не сделать тесто более тугим. Вот сейчас оно очень нежное, мне нравится такое тесто. Я собираю края теста вместе, делаю некое подобие хинкали, а далее прокатываю кусочек теста между рук. Получаются ровненькие круглые заготовки. Теперь я переворачиваю заготовку и растягиваю сочень, чтобы было куда уложить начинку. И теперь начинка. Та самая тушеная капуста. Берем за два края, к середине, залепили. Может, для кого-то покажутся непривычными вот такие прямоугольные пирожки. Давайте покажу, как сделать традиционный пирожок лодочкой. Точно так же подтягиваем два края к середине, залепили, а дальше берем один узелок, подтягиваем вот сюда, следующий сюда, следующий сюда и следующий сюда. Точно так же с этой стороны.
Несколько пирожков уже готовы, пора масло наливать, пора плиту разогревать. Масло я сегодня беру обычное растительное масло и добавляю к нему топленое масло. Разумеется, моя бабушка при жизни себе такую роскошь не позволяла. Она готовила на обычном масле, чаще всего на хлопковом, как мы его называли в Средней Азии. Какое было, на таком и готовила. Да еще и по несколько раз использовала одно и то же масло. Выливать масло после одной жарки было бы расточительством. При этом масло в сковороду надо налить достаточно много. Особенно если мы хотим приготовить креболь. Вот сейчас еще один пирожок сделаю. Масло нагрелось, жарим пирожки. Жарим, разумеется, подбирая температуру. Вот этот, мне кажется, слишком темный. А вот этот прямо хорош. Ровно такой, как надо. Румяный, красный, аппетитный. Пока пирожки жарятся, сделаю заготовки на креболь. То блюдо, которое было заявлено изначально. Пирожки – это уже наша импровизация. Ага. Ну вот, и вторая сторона хорошо подрумянилась. Растягиваем тесто руками. И нарезаем его ромбиками. В каждом ромбике посередине прорезь. Берем один хвостик кусочка, заворачиваем вот так. Вот получается заготовка. Но иногда у бабушки то ли дрожжей не было, то ли, когда это надо было сделать быстро, она готовила тесто без дрожжей. Только на кефире и на соде. И получалось не хуже. А недавно я путешествовал по Чечне, это была кулинарная экспедиция, и увидел, как в Чечне готовят из точно такого же теста, ну, особые, можно сказать, пироги, либо лепешки, но их особенность в том, что их выпекают на сухой сковороде. Обратили внимание, что сейчас я не смазывал стол маслом, а наоборот подпылил его мукой. Ох, а пирожки пахнут. Пирожки пахнут, не зазеваться бы, не прозевать.
Эти лепешки в Чечне часто готовят с начинкой. Иногда со сладкой начинкой, из тыквы, например. Иногда с творогом. Я хочу попробовать приготовить войнарские пироги именно с творогом, как меня научили в Чечне. Я сделал комок из творога. Видите, вот такой шарик, колобок. Укладываю его посередине заготовки и подтягиваю края. Придавливаем и раскатываем до размеров сковороды. Можно сразу подложить небольшую досточку, с которой пирог потом аккуратненько съедет прямо в сковородку. Всё. Ну и вот, пирожки практически готовы. Отличные пирожки. Нам осталось пожарить крембль. Мое самое любимое лакомство с детства. Кто как любит. Кто любит порумянее, делайте нагрев масла повыше. Кто любит посветлее, наоборот, нагрев масла чуть потише, поосторожнее. А так видите, что разбухли, корочку приобрели. Все, снимаем. Знаете, как ели такие кребли? Да, если их просто посыпали сахаром, это уже казалось так вкусно. А если была сгущенка, со сгущенкой замечательно. Со сметаной хорошо. Хорошо с кефиром. Хорошо с вареньем. С чем угодно. Но еще раз повторяюсь. Можно было посыпать просто сахаром. И тогда, в те годы, это казалось очень вкусным. Прошло много лет, и я думал, что крембль все-таки это блюдо, ну такое, блюдо бедных. Как бы не так. Я стал приезжать в Германию к моим друзьям, которые живут совсем не бедно. А у них крембль со стола не сходит. Знаете почему? Потому что любят. Потому что это еда наших бабушек, наших дедушек. Потому что на этой еде наши родители выросли. И если бы не было такой простой еды у каждого народа, то еще неизвестно, выросли бы дети, которые родились перед войной, которые родились во время войны, или нет. Мне очень жаль, что я не видел никогда своего деда. Говорят, что этот праздник со слезами на глазах. И да, для меня этот праздник именно что со слезами на глазах. Я никогда не видел деда. Моя мать не помнила своего отца.
Но, оказывается, я не могу даже исполнить последнее желание моей бабушки, которая очень мечтала поехать на могилу своего мужа. Дело в том, что нет могилы. В 1941 году наши отступали, поле боя бросили как есть, и убитых наших солдат и офицеров, если можно назвать это, похоронили, а скорее закопали немцы. Не знаю, чем их там засыпали, звездкой или хлоркой. В тех краях есть очень много могил красноармейцев 1944 года, когда Красная Армия наступала, шла вперед, и погибших у них было время похоронить. А в 1941 году никого не похоронили. Все они так и числятся без вести пропавшими. Поэтому все, что у меня осталось от деда, это вот эта фотография и строка записи в донесении о потерях. Вместе с ним пропали без вести и политруки, и офицеры, солдаты из разных республик, из разных областей России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, всех наших советских республик, которые принесли на алтарь победы своих лучших сыновей. На плече твоем до зари лежать, о любви шептать ночью вешнею, сыновей рожать, дочерей рожать, исполнять свое дело вечное. Да воюй, родной, да терпи, родной, не давай вздохнуть злому ворогу. Мы за вас горой, вы за нас стеной, все у нас с тобой нынче поровну. Как мы держимся, у людей спроси, подсчитают пусть люди добрые. Сколько баб теперь на Большой Руси до замужества стали вдовами. Да воюй, родной, да терпи, родной, не давай вздохнуть злому ворогу. Мы за вас горой, вы за нас стеной, все у нас с тобой нынче поровну. Я бы выпила, да запал не тот, я сплясала бы, да не хочется. Эта жизнь идет, и война идет, неизвестно, что раньше кончится. Да воюй, родной, да терпи, родной, не давай вздохнуть злому ворогу. Мы за вас горой, вы за нас стеной, все у нас с тобой нынче поровну. Мы за вас горой, вы за нас стеной, все у нас с тобой поровну. Вы знаете, я ни разу не ходил на вот эту акцию
бессмертный полк. Потому что мне неизвестна судьба моего деда. Потому что мне стыдно надевать вот эту георгиевскую ленточку, которую я не заслужил. Это они заслужили ордена, медали, почести. Те, кто били врага, и те, кто сами погибли. Известные герои и неизвестные солдаты, возвратившиеся домой и без вести на войне пропавшие. Все это они сделали ради нас, для того, чтобы у нас на столах все было. Ладно, пусть не все, пусть самая простая народная еда, но чтобы она была в достатке, чтобы дети были сыты, чтобы дети были счастливы, чтобы они росли под синим, чистым небом. Вечная память нашим героям. Спасибо нашим предкам за то, что жизнь продолжается. Надо уметь радоваться даже малому. И подавая даже такую простую народную еду, надо уметь сказать от всего сердца: приятного аппетита, дорогие мои! Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас. И тревожная черная степь Пролегла между нами. между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила.
радостно мне. Я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится. С ней раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится. Ничего не случится. Ничего не случится.